Приветствую на канале MAF. 24 августа начался третий альфа-сезон в Sandbox. Официально эта метавселенная пока не вышла, но разработчики периодически дают пользователям возможность погрузиться в нее. На этот раз в течение 10 недель желающие смогут путешествовать по некоторым локациям. Но главное – это возможность выполнять квесты и получать награды в виде NFT и токенов Sand. Об этом я как раз и расскажу в этом видео. Сразу предупрежу, что бесплатного способа заработать вы здесь не найдете. Да, есть некоторые конкурсы, но то, что вы в них выиграете, не факт. Поэтому расценивайте это как познавательное видео и не ждите инвестиционных рекомендаций, их здесь не будет. Зато будет объективный обзор всех возможностей метавселенной Sandbox. Я покажу, как купить NFT аватар, пройти верификацию и получить гарантированные призы. Усаживайтесь поудобнее, сразу ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы потом не отвлекаться. А теперь поехали! Итак, я зашел на официальный сайт Sandbox. Нас интересует только кнопка Play. Она будет доступна до 1 ноября 2022 года, а затем исчезнет, и разработчики снова продолжат работать над метавселенной, готовить новый альфа-сезон или, возможно, даже полноценный релиз. Нажимаю Play. Я зарегистрировался уже давно, поэтому в левом верхнем углу вы можете видеть мой аватар. Процесс регистрации такой же, как на любом другом сайте, с помощью электронной почты. Также, если у вас есть криптокошелек, например MetaMask, то можете зайти с помощью него. Здесь показана карта локаций, доступных во время альфа-сезона. На самом деле метавселенная гораздо больше, но так как это ранняя версия, нам дают возможность посмотреть только 90 мест. Каждый день будет открываться новая локация. И теперь самое важное, чтобы подтолкнуть пользователей погрузиться в метавселенную и изучить ее возможности, разработчики добавили квесты и награды за их прохождение. Квесты несложные, в основном они заключаются в том, чтобы куда-то пойти и что-то нажать, поэтому в этом видео я их рассматривать не буду. Я расскажу о наградах и покажу, что нужно сделать, чтобы их получить. Перехожу во вкладку Rewards. Если вы только зарегистрировались, то единственное, что вы можете получить за прохождение миссий – лотерейные билеты, Raffle Tickets. Накапливайте 20 очков опыта, получаете первый уровень и 30 билетов. Для второго уровня понадобится 40 опыта, и это принесет уже 40 билетов, и так далее. Максимально можно прокачаться до 5 уровня. Что это за билеты и зачем они нужны? Сами по себе они никакой ценности не представляют, но дают возможность выиграть альфа-пас. Чем больше билетов, тем выше шанс на победу. Если вам повезет и вы выиграете этот альфа-пас, то вы получите на свой криптокошелек одноименный NFT. Он даст возможность получать награды со второй строчки. 15 токенов Sand за первый уровень, 25 за второй и так далее. По курсу на конец августа 2022 года токен Sand стоит около $1, так что награды вполне неплохие, можно получить минимум $250. Есть еще несколько способов увеличить шанс на получение альфа-пас. Подробнее о них вы сможете прочитать на вкладке Rules, но все эти призы не гарантированы. Точно получить награды за прохождение квестов смогут те, у кого уже есть NFT из Sandbox, земля, аватар или любой другой цифровой предмет. Владельцам виртуальной земли повезло больше всего. За каждый уровень они будут получать по 30 токенов Sand, а на последнем 60. Это неудивительно, ведь особенность блокчейн-метавселенных, таких как Sandbox, заключается в том, что количество земли в них ограничено. Это значит, что любой человек не может просто так взять и построить свой объект. Для этого ему нужно иметь земельный участок в виде NFT. Так как их мало, то стоимость таких NFT может превышать десятки тысяч долларов. Отсюда и такие большие награды для владельцев. Кстати, виртуальные участки земли можно брать в аренду. Это выгодно, когда нужно провести в метавселенной концерт, презентацию или, например, чтобы пройти квест, как сейчас. Все эти задачи помогают решить наши коллеги из агентства MAF Metaverse. Специалисты подберут и предоставят подходящий участок, а также помогут с его оформлением, если понадобится. Ссылка есть в описании видео. Также гарантированные призы есть и для владельцев NFT аватаров. Они в 3 раза меньше, чем для владельцев земель. Чтобы их получить, нужно иметь любой аватар из 13 коллекций. Например, обезьяну из Bored Ape Yacht Club или The Doggies из коллекции Snoop Dogg. Я нашел самую дешевую NFT, чтобы показать на ее примере процесс покупки и просто увидеть, как работает система с гарантированными призами. Это коллекция The People of Crypto.
Цены на эти аватары начинаются с 0,05 эфира. Для сравнения, за самую дешевую обезьяну Bored Ape Yacht Club пришлось бы отдать 70 эфиров. Все эти NFT продаются на сайте OpenSea, это крупнейший маркетплейс. Обязательно убедитесь, что вы покупаете не подделку, особенно если перешли не по ссылке из Sandbox, а сами нашли коллекцию в поиске. Рядом с названием должна стоять синяя галочка верификации. Вот выберу такой аватар. Можно изучить описание, характеристики, посмотреть все анимации, но мне он нужен только чтобы получить награды, а после окончания альфа-сезона я постараюсь продать это NFT. Так что долго не думая нажимаю кнопку Buy Now. Здесь вам понадобится криптокошелек MetaMask с криптовалютой эфир на счету. О том, как установить и настроить MetaMask, у нас есть отдельное видео, поэтому долго на этом останавливаться не буду. Важно, чтобы вы купили с помощью того же криптокошелька, который у вас привязан в Sandbox, иначе NFT придется переотправлять с кошелька, на котором вы купили, в кошелек, который используется в Sandbox. Так, у меня появилось окно, в котором нужно подтвердить покупку. Обратите внимание, что само NFT стоит $75, а я заплачу 83. Это я говорю в эквиваленте по текущему курсу, чтобы было проще. На самом же деле я расплачиваюсь эфиром. Так вот, $8 это комиссия за транзакцию. Относительно недорого. Временами из-за нагрузки на блокчейн Ethereum комиссия могла доходить до $100. Буквально через 5 секунд транзакция прошла и я получил свою NFT. Теперь вернусь на сайт Sandbox и посмотрю, что произошло. Смотрите, разблокировалось сразу две строчки с аватаром и с любыми NFT. Теперь, достигнув 5 уровня, я гарантированно получу 90 токенов Sand. Это около $90. Если потом продать аватар за ту же самую цену, то это будет моя чистая прибыль. Но что-то мне подсказывает, что эти аватары будут только расти в цене, учитывая популярность, которую набирает метавселенная Sandbox. В любом случае, рассматривать это как способ заработка, мне кажется, не совсем уместно. Это скорее кэшбэк от Sandbox. Они подтолкнули меня к использованию NFT аватара и компенсировали его стоимость своими токенами Sand. То, что на этом можно будет заработать, никто не обещает. Смысл в том, что второго такого же персонажа, как я, в Sandbox больше не будет. Сама эта мысль, собственно, уникальности очень ценная. Возможно, вам пришла в голову мысль, что можно создать сразу несколько аккаунтов, пройти квесты на каждом из них и неплохо так заработать. Поздравляю, вы такие не одни. В первых двух альфа-сезонов было много людей, создававших так называемые мультиаккаунты. И на этот раз, чтобы это предотвратить, разработчики внедрили верификацию. Награды вы можете зарабатывать сколько угодно, но чтобы получить их, придется подтвердить свою личность. Эта информация написана в тонкой красной полоске сверху. В конце нее нажимаю кнопку Start Here, чтобы начать верификацию. Понадобится отсканировать свое лицо и сфотографировать свой документ. Окей. Принимаю политику конфиденциальности. Дальше верификацию просят продолжить на смартфоне. Для этого нужно отсканировать QR-код. Процесс не такой сложный, как, например, на криптовалютных биржах. У меня он занял всего 2 минуты. После того, как я все сделал, Sandbox написал, что проверка может занять до 24 часов. Но по факту уже через 5 минут мой аккаунт был подтвержден. Все, что нужно было сделать, чтобы претендовать на гарантированные призы, мы сделали. Осталась только приятная часть. Заходить в Sandbox, проходить квесты, участвовать в конкурсах и зарабатывать лотерейные билеты, чтобы получить альфа-пасс. Не забывайте каждый четверг проверять свою электронную почту, потому что именно по этим дням разыгрывается альфа-пасс. А на этом пока все. Ставьте ролику лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорого!